Всем привет, вы на канале Catfish Studio, и это новая серия рубрики «Школа дрифта» у меня на канале. Вместе с вами мы уже разобрали основные моменты дрифта, почему дрифтит, как дрифтит, какие элементы есть, что такое зацеп и зачем он нужен. Теперь мы постепенно начинаем подходить к тому, как правильно дрифтить, и сегодня мы разберем еще один вопрос, который давно всех мучает в Car Race Drift Racing 2 – педаль сцепления. В этой серии мы вместе с вами разберем, что такое сцепление, зачем оно нужно ли оно вообще и как им правильно пользоваться. Да-да. The King's Team — клуб, который наполнен людьми разных сортов, топовыми пилотами, контент-мейкерами, настройщиками и ливристами. Но они хотят большего, так как развитие для них все, и именно тебя ждут в нем. В ТКТ вы можете попасть, если у вас 1800 кубков в сетевой игре, и вы хотите учиться играть в CarX, а именно раздавать в парных заездах. The King's Team научат вас делать это качественно и правильно, поэтому если ищете клуб, в описании и закрепе ссылки, дерзайте, братва, вас ждут именно там. Как мы уже с вами догадались и разобрались, дрифт — это когда у нас задние колеса скользят по асфальту, тем самым толкая наш автомобиль по инерции боком по нужной нам траектории. В Car Race Drift Racing 2 есть разные автомобили с разными моторами, которые имеют свою специфику работы. Какие-то объемистые шпарят в отсечку налегке, а какие-то ловят турбояму, из-за которой постоянно автомобиль у игроков распрямляется, и они бомбят. Да ебаная игра, в рот, я ее ебал! Невозможно в нее играть. Лучше пойду поиграю в FR Legends какой-нибудь вон. Ладно, не в обиду тем, кто играет в FR, просто так пример привел. Все эти недостатки моторов и настроек машин можно убрать и компенсировать педалью сцепления. Вот с этого момента поподробнее. Которая у нас есть в игре, ее нужно включить в настройках. Педалька у нас называется клатч, и нажимая ее, вы наверняка не понимаете, что происходит в игре, потому что лично я, когда со сцепой начинал играть, как раз таки так и не понимал, зачем я ее поставил. В машине, если вы знаете, коробка и мотор связаны. Коробка крутит мотор крутит коробку, все связано, там замечательно работает, ля-ля-ля тополя, благодаря чему автомобиль у нас с вами движется по дороге. Между коробкой передач и мотором есть такая штука, как маховик. Это типа шестеренки, к которой присоединяется коробка передач, когда мы включаем скорость палкой в салоне, после чего происходит, так скажем, прилипание одного диска сцепления от коробки, который к маховику, который на моторе. Когда эти два диска прислоняются друг к другу, коробка заставляет двигать мотор своим сцеплением, а мотор подает на коробку передач крутящий момент. Когда вы смотрите фильмы Зарубина, вы постоянно видите, что там Гоча постоянно клацает и отпускает педаль сцепления. Ну, это которая вот слева находится. И вы наверняка не понимаете, а зачем он так делает? Чё за хуйня? Сложно! Машина вроде вон едет боковым и выпускает дым, все круто и замечательно. А вот как раз таки, если бы он не делал этот клатч-кик, это дрочевое сцепление так называется на дрифтерском языке, если что, машина бы не ехала боком и не выпускала дым из-под колес. Объясняю. У мотора крутится маховик, вот этот вот кружок, к нему прислоняется сцепление, другой кружок. Когда мы едем на машине, нас учат плавно отпускать педаль сцепления, чтобы тачка не дергалась, потому что эти диски постоянно крутятся с разной скоростью. Один может крутиться очень часто, а другой медленно. В момент, когда мы плавно отпускаем сцепление, диски потихоньку приобретают скоростя. А если мы сцепление резко кинем, диски резко друг к другу прилипнут и дадут толчок скорости машине. Один заставит резко крутиться другой, а тот резко заставит крутить колеса. В дрифте у нас как раз таки на этом все основывается. Вот мы стартуем на 4-й передаче, просто газ в пол. Машина разгоняется нехотя и медленно, после чего начинает дрифтовать за счет избытка мощности. А теперь давайте при старте попробуем кинуть сцепление, то есть просто нажать газ в пол и тыкнуть на секунду клатч-педаль. Как мы видим, когда мы ее тыкнули, наши задние колеса резко начали скользить, и машина закинулась в дрифт. Обороты повысились до отсечки. И вуаля, мы дрифтим уже с 4-й передачи на низких оборотах, так как мы дали этот самый толчок, кинув сцепление. Мы передали скорость сцепления на маховик очень резко, из-за чего мотор очень резко и прокрутил колеса машины. Получается, сцепление нам помогает резко стукануть наш мотор в отсечку. Да-да-да. И начать крутить колеса. А как правильно использовать сцепление и в каких моментах это нужно делать? Я уже миллион сотни тысяч раз говорил, всему этому вам служит жопомер. Вы должны чувствовать, когда что нажать, чувствовать физику. Ну, как наш любимчик на 34-м Sky говорит. Но есть некоторые ситуации, которые можно разобрать. Вот у нас есть Сильвия S15 на стоковом моторе Pro Drift 3 прокачка от CarX Tuta. Мотор SR20, и этот как раз таки двигатель имеет низкий крутящий момент на низких оборотах. Все, кто ездит на пятнашке в парном дрифте, по-любому в топ-32 на Камероуде встречались вот с такой вот проблемой.
И если жизненно, ставь лайкос. Чтобы это избежать, нам как раз таки понадобится педаль клатча сцепления. Вот мы заходим в этот бублик медленный. Чтобы снизить скорость, мы отпускаем газ и видим, обороты падают. А SR20 мотор, который долго раздувается и раскручивается. И от того, что вы нажмете газ в пол, обороты ваши резко не наберутся, как видите. Когда вы едете в бублике, видите и чувствуете, что обороты упали, а вам надо дрифтить дальше, вы должны зажать педаль газа и тыкнуть на секунду педаль сцепления, после чего тахометр сразу поднимется до отсечки, и машина начнет крутить задние колеса и пойдет в дрифт. Именно в таких ситуациях и нужно юзать клатч-кик, так как он дает возможность сразу же пустить колеса в дрифт и поднять обороты до максимума. Также сцепление очень нужно, когда вы делаете бэкворд, ведь в нем скорости оборота сильно падают. А вообще, если вы делаете бэкворд в парном и смотрите меня... Сказочный долб. Ладно, сам люблю делать бэкворды. Соответственно, сцепление вам понадобится абсолютно на любой машине и моторе. Кроме 6.2, наверное, потому что там на самом деле объемный движок, и ему хватает цилиндров, чтобы с низов сразу в отсечку лупануть. Также сцепление очень помогает делать резкие перекладки, пока вы едете какой-либо конфиг лидером или преследователем, так как именно в момент перекладки, отпуская газ и прижимая клатч, ваша тачка сможет замедлиться так, чтобы вы не цепанули задний бампер лидера, или же чтобы вы просто супер резко переложились, за что сможете получить очки стиля и агрессии на каком-нибудь турнире от судей. В общем говоря, сцепление — это такая штука, которая поможет вам избежать зацепа с дорогой и уменьшить шанс обосраться при проезде конфига, так как в любой нужный момент сами задаете колесам крутящий нужный момент, из-за чего тачка продолжит скользить или начнет это делать. Надеюсь, вы поняли, как пользоваться сцеплением и для чего оно нужно. Теперь будете его тыкать при перекладках в низкоскоростных участках, чтобы не запороть ваш дрифт и делать его красивым. Вы были на канале Catfish Studio, ставьте лайк, если ролик был полезен и понравился, кидайте подписку на канал, ставьте колокольчик уведомлений. На этом всем goodbye, adios или пока-пока.